В момент тихого взгляда братцу через него проходит что-то невидимое, чтобы помочь нам найти источник глубокого внутреннего покоя и радости. Он помогает людям посредством того, что сам он считает даром свыше, и это оживляет божественную искру, что носит в себе каждый из нас. Я уже сейчас посетила 8-й раз его. Вот как только услышу, что он переезжает в Белгород, 2 раза ездила туда на сеансы, и сейчас вот здесь вот, у нас еще музей выступал, меня прямо ветер несет сюда к нему, такие легкости, такая блаженство. Почувствовал спокойствие, доброту. И слезы, и трепет какой-то в душе, просто вообще легкость какая-то, вообще невозможно ощущение такое передать. Сердце прямо так выскакивает. Не знаю, я была как-то один раз, колено сильно болели. Отлично. Год чувствовала отлично. Я верю в это. Я все чувствую, я, как сказать, и в церковь хожу. Но чувствую, что болезни мои все ушли. Я просто рада и довольна, что я сижу. Я бы сидела и час, и 2, присутствовала при нем. Просто как человек понимает все до него идут. И я думаю, что и мне Господь даст здоровье. Взгляд необыкновенный. Человек сам по себе видно, что светлый. Поплакали, такое удовлетворение в душе, такое спокойствие, вера в то, что нам в наших болезнях нам что-то поможет, вера в то, что у наших детей все будет хорошо. Верим во все хорошее. И спасибо тем, кто это организовал. В Курске братца побывал впервые, открыл для себя еще один город в России и замечательных людей. Большинство из тех, кто пришел на встречу с братцем в Курске, ничего о нем не знали. Но почти всегда сюда безошибочно приходят особенные люди. Те, кто сохранил способность воспринимать мир душой, кто способен на слезы умиления, на ощущение любви, заполняющей без остатка. Таких мало. Но свет всегда тянется к свету, и ощутить его в другом способен только тот, кто имеет его сам. Вот навел на меня, и вот как будто 2 лучика из глаз пошли. У меня что-то в сердце все-таки перевернулось. Плачу. Еще бы хотелось, чтобы, конечно, продлился этот сеанс. В сердце только любовь мы несем. Любовь и добро, и свет. Очень прекрасно, приятно очень. Сильная энергетика. И взгляд, вы знаете, очень добрый, такой теплый, какой-то ласкающий. Вот. Хотя безмолвно, когда люди есть, дар несущие, ради Бога пусть несут, не мешайте. В сердечке, легкость такая, мне приятно как-то, и радость как-то появилась, радость. Вот иду домой со цветочком. Такая радость от него. Я так улыбалась и чуть не плакала. Добро, покой. Какой-то вот прилив энергии, тепло пошло. А сегодня вот просто какое-то вот, спокойствие и какая-то благодать. Прямо очень довольна. Земной ему поклон. Понимаете, земной. Быть и ощущать, что ты нужен кому-то. Великое счастье. Он подарил счастье любви. Земной поклон. Да бережет его все силы небесные. Слезы сами полились. Какая-то светлость, тепло. И вот действительно душевное успокоение какое-то. Я просто смотрела на него, мне казалось, передо мной юноша, который немножко постарел. Он смотрит на всех наши беды, и у него такое сочувствие к нам. Прям я радуюсь жизни. Ощущение светлого, душевного состояния, умиротворения. И просто вот счастье от того, что случайно сюда попала. И вот осталась на 2-й сеанс. Очень довольна. Спасибо большое. Такие встречи не часто так бывает. Да, это настолько встреча уникальная, что действительно несет в себе божественный этот свет, да, что случайных встреч не бывает. Ничего не говорит, а люди понимают, что есть какая-то высшая сила, которая должна людей делать людьми, должна пробудить в них все светлое, обратить у них такое внимание на них, что помимо всей этой суеты жизненной существует что-то высокое, потому что нам дана эта жизнь, она как праздник, и воспринимать ее надо так, чтобы другому помочь.
Полина с подругой приехали в Курск из Ульяновска специально ради Братцу. До этого видели его встречи в интернет-трансляциях. В подарок Полина, как знак благодарности, привезла фотографии собственных картин. Признается, что в Братце ее поразила ясность и простота. Просто улыбка и любящий взгляд. Открытость для тех, кто способен почувствовать любовь и искренность без всяких слов, убрать внутри себя невидимую преграду. Вот радость от того, что просто есть такое служение, есть проявленная эта чистота, есть такие люди. И это на самом деле очень важно, потому что это такой пример, вот, такой пример, сильный, скажем так. И действительно, это и чувствуется. То есть я чувствовала силу, которая исцеляет просто любовь. Вот ничем, а вот напрямую. И видела, как это действует на зал. Мальчик Саша пришел на первую встречу с Братцу вместе с мамой, а потом позвали друзей. Пришла домой и стала звонить. Кому-то звонить, кого-то приглашать, потому что знаю, что у людей есть проблемы. Где-то в семье, где-то с детьми, где-то со здоровьем. Но звонила только тем, у кого есть вера. Потому что убеждать, переубеждать, да, вот. И кому я позвонила, те пришли. И вот никто не против. Мы уже 3-й раз до сегодня. Вот, ну, мое личное впечатление, вот эта вот легкость. Саше очень хотелось сказать спасибо Братцу. И тот почувствовал и откликнулся. Это ощущение, что на свете есть очень светлые люди, теперь останется с Сашей навсегда и будет помогать ему в жизни. Как всем нам помогает в жизни встреченное на пути бескорыстное добро. Потому что на самом деле все чудеса совершаем мы сами, своим искренним желанием быть хорошими, такими, чтобы Богу было не стыдно посетить нас. Тогда приходит вера, и только за ней физическое исцеление. И совсем не важно, кто такой Братцу. Важно то, готов ли ты становиться лучше, приумножая свет в мире.